Знаете, существуют литературные штампы, один из которых звучит следующим образом. Театр начинается с вешалки. Так вот, любой тест-драйв электромобиля у нас начинается с зарядки. Как бы банально это ни звучало, но факт остается фактом. Итак, в чем суть нашего сегодняшнего тест-драйва путешествия? Сегодня мы будем проверять, действительно ли Hyundai Ioniq может проехать на одном заряде 480 километров. По крайней мере, так указано в любом рекламном буклете компании. Естественно, мы будем делать поправку на ветер. И сейчас, когда полностью зарядим автомобиль, посмотрим, какой же прогноз он дает на пробег. Потому что есть погода, есть зарядка, есть настроение у автомобиля. После этого мы наше расстояние делим на две части, потому что времени для съемок немного. Мы не можем ехать 480 километров в один конец. Мы вот эти 480, либо любую другую цифру поделим на 2. Доедем до точки невозврата, развернемся и будем ехать обратно, пока автомобиль не превратится в тыкву. Естественно, по дороге я расскажу вам и покажу, что на самом деле умеет делать Ioniq 5. I do it again. Add it up, bankroll, euro, peso, add it up. I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what? Итак, мы полностью зарядили наш автомобиль. Сейчас я включаю зажигание, условно зажигание. И что же нам предлагает наша машина? Итак, мы ready to start. И запас хода 403 километра. То есть на данный момент речь о 480 уже не идет. Речь идет о 403. Справедливости ради надо признать, что продавцы потом мелким шрифтом указывают, что 481 километр может проехать заднеприводная версия автомобиля, которая не имеет такой ураганной динамики, как наша версия. Мы находимся возле аэропорта Борисполь. И если раньше я думал, что мы доедем до Миргорода, когда делишь 480 на 2, получается 240, то сейчас мне кажется, что мне кажется? Сейчас мне кажется, что мы можем доехать до Харова, потому что туда где-то 210 километров, тут 403. Ну, в общем, тудым-сюдым. Не доезжая до Харова, у нас будет точка невозврата. 201,5 километр. И там мы уже разворачиваемся и едем обратно. В общем, задача нетривиальная. Думаю, ехать мы будем часа 2-2,5, но это будет очень интересно. И также я сразу говорю, я буду ехать с включенным климат-контролем по двум причинам. Первая причина заключается в том, что на улице 30 градусов жары. Вторая причина заключается в том, что 60 тысяч долларов человек платит не для того, чтобы ехать в такую жару с открытыми окнами по трассе. Ну, да, ладно, у нас не две, а сразу три причины. Третья причина, здесь установлены микрофоны. Если я открою окна, вы практически ничего не будете слышать. Окей, поехали. Мы готовы, стартуем. Обратите внимание на наш второй монитор. Здесь у нас есть прогноз пробега. 403 километра мы можем проехать с включенным климат-контролем. И 424 мы бы проехали, если бы этот самый климат-контроль выключили. И да, на самом деле печка и кондиционер потребляют иногда даже больше энергии, чем вам нужно для езды. Мы были на семинаре в компании Porsche. Нам рассказывали про Taycan. Так вот, там 5 киловатт потребляет климат-контроль в час. Если ваша батарея составляет 100 киловатт или 72 киловатта, как в Ioniq, ну, представьте себе, сколько сожрет печка. Разумеется, мы будем ехать со скоростью до 90 км в час, потому что если ехать с большей скоростью, расход будет очень сильно увеличиваться, а пробег очень сильно, я бы сказал, даже катастрофически уменьшаться. Так происходит практически на всех электромобилях, на которых я ездил. А ездили мы на многих автомобилях. Это и Peugeot 208, и Jaguar I-Pace, и Nissan Leaf, и много других электричек, которые на сегодня появляются уже на украинском рынке.
Въехали в город Борисполь, здесь идут ремонтные работы. Наша скорость составляет от 0 до 5 км в час. Такая себе тянучка. При этом автомобиль показывает, что запас хода у нас даже увеличился, потому что мы активно используем рекуперацию. То есть трансформируем нашу тормозную энергию в электричество, которое поступает в батарею. Ну, рост, конечно, незначительный, но тем не менее. 396 километров показывало. При этом мы проехали 13,6 километров. При этом автомобиль на старте показывал, что мы можем проехать максимум 403-404 километра. Уже мы проехали больше, и запас хода только возрастает. Ну, пока едем в тянучке. В общем, как вы поняли, вся эта история с расходом не очень линейная, и нужно следить за многими параметрами для того, чтобы получить максимальный результат. Если, конечно, вы едете на рекорд, а не получаете удовольствие от езды. Я думаю, что главное определение внешности Ioniq это, конечно же, авангард. Футуристично выглядит автомобиль. Автомобиль выглядит на дорогах общего пользования как концепт-кар. Очень смелые решения, рубленые линии. Сбоку автомобиль мне немного напоминает, кстати, и Audi, и Honda. В общем, много собрано модных трендов в этом автомобиле. Если посмотрим на переднюю часть, то мы понимаем, что уже навсегда у нас исчезают решетки радиаторов. Скорее всего, навсегда, потому что они не нужны, точно так же, как когда-то исчезли радиаторы на автомобилях с двигателем внутреннего сгорания и появились решетки. Я думаю, что в ближайшее время с развитием технологий вот эта вот черная полоска, это будет информационное табло, это будут полностью мониторы, которые будут передавать какую-то информацию другим водителям на дороге и которые будут, в общем-то, элементом декора для электромобиля. Оптика у нас, естественно, LED, но по сравнению с автомобилями с ДВС, вот эта вот оптика потребляет на 70% меньше энергии, при этом светит очень и очень неплохо. Ночью, когда смотришь на вот эти вот фарки, когда смотришь на габариты, ты просто влюбляешься в автомобиль, потому что такое впечатление, что это автомобиль не 21-го, а 22-го столетия. Если вы посмотрите на вот эти вот шикарные диски, то они тоже произведут на вас впечатление. Кроме всего прочего, внешность этих дисков продиктована требованиями аэродинамики, потому что Ioniq это не просто красивые вензеля, а Ioniq это автомобиль, который должен проезжать много на одном заряде. По крайней мере, инженеры очень и очень старались. Я по-прежнему не готов 100% утверждать, что перед вами SUV. Этот автомобиль также одновременно мне напоминает большой раздутый хэтчбэк, но он не маленький. Он не маленький как снаружи, так и снутри. Автомобиль производит такое вот солидное впечатление. Впечатление солидного автомобиля будущего, я бы сказал. Друзья, вы прекрасно знаете, что у нас есть партнер. Это онлайн-сервис страхования. Называется он Hotline Finance, и у меня хорошие новости. Оказывается, за последний год автовладельцы, приобретая онлайн-страховку, сэкономили на Hotline около 10 миллионов гривен, и год еще не закончился. Каким образом это все получилось? Правильно, на разнице при покупке в онлайне и при покупке в реальной жизни. Вы экономите в онлайне не только свое время, но и свои деньги. Так что вы знаете, что вам делать, когда вам нужен полис страхования. Hotline Finance. На Hotline вы можете за 5 минут оформить автогражданку не только на легковой автомобиль, не только на мотоцикл, не только на автобус, не только на электрокар. Вы даже можете оформить страховку на свой прицеп. Есть даже опция оформления страховки для таксистов и 50% скидки для разных категорий населения. И также не забывайте о моем промокоде. При покупке страховки на Hotline вы вводите промокод 2HP и получаете скидку в 50 гривен. Мелочь, а приятно. Ссылку на Hotline Finance вы найдете в описании к видео.
Когда мы говорим Ioniq 5, мы, конечно же, понимаем, что перед нами электромобиль. Какие у него характеристики, как он сделан? Это абсолютно новая платформа, которая разработана специально для того, чтобы делать электромобили. Архитектура этого электромобиля понятна и очевидна. В днище зашита литий-ионная батарея, ее мощность 72,6 кВт-часов. Спереди один электромотор, сзади второй электромотор. Мощность переднего электромотора что-то около 250 ньютонов, заднего 350. Таким образом, суммарно у нас 600 ньютонов крутящего момента. Лошадиных сил 305. Благодаря этому автомобиль должен разгоняться до сотни за 5,2 секунды. Но вы также знаете, что программа «Две лошадиные силы» — это история не про красивую картинку и не про радиопрограмму, и не про то, что чувствует журналист или не чувствует журналист. Программа «Две лошадиные силы» не только рассказывает, но и показывает, что на самом деле умеет делать автомобиль. Поэтому прямо сейчас давайте посмотрим, может ли Ioniq подтвердить свои динамические характеристики. Кто-то может подумать, что разгон до сотни за 5,3 секунды для семейного кроссовера – это даже перебор. Я же в такие моменты начинаю беспокоиться за заряженные хэтчбеки с двигателями внутреннего сгорания. И специально для такого случая пригласил на бой Cupra Formentor – полноприводный хэтчбэк или такой же кроссовер, как Ioniq, мощностью в 300 лошадиных сил. И прямо сейчас их рассудит гонка на 402 метра. И, разумеется, со старта Ioniq просто непобедим. Крутящий момент доступен мгновенно, полный привод способен его реализовать. В результате первая половина дистанции за электричкой, но к финишу темные турболошадки Форментора переходят в галоп, и Cupra в тяжелейшей борьбе обгоняет Ioniq 5. Но я, например, понимаю, что это пиррова победа, потому что спорткар еле справляется с семейным автомобилем. Разумеется, благодаря тому, что у нас два электромотора, Ioniq имеет фирменную систему полного привода, и она должна помогать автомобилю не только разгоняться, она также частично должна помогать этому автомобилю на легком бездорожье, хотя с учетом вот этих бамперов, с учетом углов атаки этих бамперов, с учетом клиренса, с учетом дизайна автомобиля и материалов автомобиля, навряд ли кто-то на нем будет серьезно рассматривать езду по бездорожью. Кстати, мы поднимали машину и посмотрели, как она выглядит снизу. Как видите, все полностью зашито. Это связано, конечно же, в первую очередь с аэродинамикой, а не с защитой днища от бездорожья, хотя, возможно, частично думали и об этом. Ну и, естественно, мы загнали Ioniq на наши ролики. Ну и сейчас вы видите, как Ioniq сражается с двумя стендами, когда они установлены диагонально. Ему удается вырваться из этой ловушки. И самый главный вопрос заключается в том, сможет ли Ioniq съехать с трех стендов, когда хорошее сцепление с дорогой есть только у одного колеса. Как видите, не получается. И это говорит о том, что все-таки вот эта вот система полного привода больше заточена для того, чтобы машина очень быстро разгонялась и для того, чтобы автомобиль мог справиться с той гигантской мощностью, которая предлагается электромоторами. Относительно бездорожья большой вопрос. Я уже говорил, что Ioniq стоит $60 тысяч. Это действительно приличная цифра, но надо сказать, что корейцы пытаются объяснить, за что они платят деньги. Вот, например, у этого автомобиля реализован второй уровень автономности. Это означает, что здесь есть активный круиз-контроль, удержание автомобиля в полосе движения, есть радары и много других систем, которые должны предотвратить аварию. И если вы думаете, что эти системы не обязательны, глядя на то, что творится на украинских дорогах,
я здесь абсолютно не уверен. Вернее, я уверен, что эти системы вам нужны. Конечно же, вы не должны повторять то же самое, что делаю сейчас я за рулем автомобиля, по той простой причине, что я специально к этому готовился, что я еду по пустой трассе и что я понимаю, что я в любой момент должен начать контролировать ситуацию на дороге, а не расслабленно ковыряться в носу и все доверить частичному автопилоту. В любом случае, я сейчас отпускаю руки, и автомобиль очень уверенно удерживает скорость 87 км в час. Вот сейчас нас обогнала машина, и мы выровняли скорость. Это все машина делает самостоятельно. Кроме всего прочего, естественно, Hyundai удерживает нас в полосе движения и подруливает автомобиль. Но также в это же время он предупреждает меня звуковыми сигналами. Также появляются пиктограммки на щитке приборов о том, что я должен немедленно взять управление в свои руки, очнуться, собраться и все-таки управлять автомобилем, потому что это не автопилот, это ассистенты, которые помогают вам. Но самый главный в автомобиле по-прежнему водитель, и юридически он отвечает за все последствия. Поэтому не играйтесь в эти все игры, не ковыряйтесь пальцем в носу, положите руки на руль и контролируйте дорогу. Что случится, если вы будете игнорировать предупреждение автомобиля? К сожалению, как мне кажется, это не совсем верный алгоритм. Автомобиль просто отключит удержание в полосе движения, и вам придется все-таки управлять машиной. Но здесь кроется некоторое противоречие. А если человек не играется? А если человеку стало плохо? Если что-то с сердцем, он теряет сознание, если он реально не может управлять автомобилем? Я считаю, что правильный алгоритм — это не отключение удержания автомобиля в полосе движения, а наоборот, алгоритм, когда автомобиль в этой самой полосе вытормаживается до полной остановки с включенной аварийкой, когда другие участники движения понимают, что что-то произошло, а сам автомобиль очень безопасно приземляется и останавливается. Желательно, чтобы он мог остановиться также на обочине дороги. Я думаю, что на сегодня технологии позволяют это сделать. Возможно, все это кроется в какой-то юридической плоскости, когда производитель не хочет отвечать за те события, которые происходят внутри автомобиля. Ну и, конечно же, те события, которые могут произойти по вине водителя или автомобиля на дороге. Тем не менее, я считаю, что любые ассистенты, которые позволяют избежать аварии на дороге, они эффективны. Эффективны ли они у Ioniq 5? Мы это тоже проверили. Мы сымитировали ситуацию, когда в полосе движения внезапно появляется другой автомобиль. Он у нас, конечно, не железный, но там есть металлизированная пленка. И смотрим на то, как Ioniq на скорости до 30 км в час без включения активного круиз-контроля будет реагировать на внезапно возникшую преграду впереди. Как видите, у него все получается. При помощи радара, при помощи камеры он распознает, что впереди находится автомобиль, и вытормаживается перед ним на достаточно безопасном расстоянии. Что будет, когда мы включим активный круиз-контроль? На включенном круиз-контроле при скорости выше 30 км в час Ioniq на препятствие реагирует еще лучше. Во-первых, он быстрее и раньше его распознает, а тормозит гораздо плавнее. И последнее упражнение, которое у нас остается, это самый сложный трюк, на который способен не каждый автомобиль. У нас пока получилось только у S-класса. Вот он смог, остальные не смогли. А в чем суть этого трюка? Вы едете за автомобилем, расстояние до него небольшое, вы соблюдаете дистанцию, но она незначительная. Знаете, как бывает в городской езде. Все едут 50 или плетутся 30, и все расположены друг от друга недалеко для того, чтобы муха на ланосе не проскочила. Так вот, и тут внезапно впереди возникает преграда, водитель впереди идущего автомобиля ее видит, он уходит в сторону, и вы остаетесь один на один с судьбой. Может ли вам помочь в этом случае ваш автомобиль? Еще раз повторюсь, большинство даже с активным круиз-контролем пасует. Но это не Ioniq.
Ioniq сенсационно вслед за Mercedes S-класс выполняет это упражнение просто на ура. Он снова распознает препятствия и очень уверенно вытормаживается. Молодцы корейцы, ничего не скажешь. У нас знаменательная дата. Я по этому поводу даже остановился, потому что преодолено первые 100 километров. При этом запас хода у нас 313 километров. В принципе, полет идет нормально. Еду на круиз-контроле со скоростью до 90 км в час. Что-то около, причем тут около, 87 км в час я еду на круизе. И как бы, конечно же, нас уже обогнали все, кто только мог, и мертві, и живі, и ненароджені, но пока вот такие вот ограничения накладывает езда на электромобиле, если вы хотите путешествовать на дальние расстояния. Поехали дальше. Салон Ioniq не менее футуристичен, хотя здесь угадывается много решений, которые мы уже видели. Вот, например, специальная кнопочка, которая отвечает за буст в Porsche. Вот мониторчики, которые вы уже видели в автомобилях марки Mercedes. Вот ручка переключения коробки передач, которая, в принципе, оттуда же. Никто не говорит, что Hyundai что-то крадет. Просто использует готовые, понятные, проверенные решения. Обратите внимание на вот эти вот мониторы. Сейчас за бортом лупит солнце, но при этом мониторы у нас матовые, и они никоим образом не бликуют. Даже когда солнце попадает на вот этот вот блестящий пластик, здесь есть блики, на мониторах нет. При этом, естественно, вы можете выбрать темы, и это очень важно, потому что когда солнце очень яркое, темная тема может работать менее эффективно, чем светлая. Темную я вам тоже обязательно включу, чтобы вы увидели, как все это выглядит. В общем, к мониторам у меня нет никаких вопросов. Специально для вас я только что нашел, как переключаются темы. Очень несложно это делать. Есть иконки, вы их нажимаете, и все работает. Можно перелистывать экран. Итак, вот черная тема. Ну, как бы, все неплохо. В принципе, мне тоже нравится. Хотя беленькая лучше. Беленькая интереснее. Потому что у всех черненькая, а у тебя будет беленькая. Круто. В салоне очень много места, у нас ровный пол, благодаря этому вот этот вот блок с подстаканниками, с индукционной зарядкой, с подлокотником, с разъемами USB у нас может двигаться по салону. Я могу это придвинуть, я могу это отодвинуть, и когда придвигаю максимально к себе, то у меня появляется очень много места спереди. В принципе, я думаю, что мы можем поменяться с передним пассажиром местами, не выходя из автомобиля. Алкоголиком на заметку. Вообще, салон автомобиля очень сильно напоминает салон бизнес-класса в самолете. Материалы, они все выглядят очень неплохо. Некоторые из них из переработанного сырья, некоторые из них из натурального сырья. В общем, Hyundai старается рассказать историю о том, что это не только экологичный автомобиль в смысле выброса в атмосферу, но и также он собирается из экологичных или переработанных материалов, что в принципе очень неплохо. Тут я на стороне Hyundai, потому что, честно говоря, вот эти вот поля из кульков, которые мы встречаем в Украине повсеместно, это все результат того, что мы используем очень плохие материалы, которые потом природа не может переработать 400 или даже 500 лет. Чуть ниже наших больших мониторов вы увидите блок климат-контроля. Он понятный, он хорошо сделан. С дизайнерской точки зрения никаких вопросов. С точки зрения управления тоже. Можете в автоматическом режиме выбрать 3 варианта. При этом, если вы хотите экономить ваш пробег, вы также можете выбирать промежуточные варианты, которые не так уже волшебно вам
обдувают салон, но при этом точно экономят. Вот этот промежуточный вариант я использую всю дорогу и называю его обмороком. Ну, как бы сознание вы не теряете, но в целом несколько душновато в салоне. Поэтому в полную мощность, я думаю, климат-контроль можно использовать, когда вы проезжаете за день мало, либо рекуперируете в черте города. На трассе, когда у вас длительное путешествие, вы либо полностью выключаете климат-контроль, тогда нет смысла платить так дорого, либо используйте вот этот промежуточный вариант, который, ну, не то чтобы обморок, который наоборот делает так, чтобы в обморок вы все-таки не упали. Еще одно ноу-хау от Hyundai – это слепые зоны. Автомобиль не только видит других участников движения в этих самых зонах, он также при помощи видеокамер транслирует тебе ситуацию слева или справа в тот момент, когда ты перестраиваешься, в тот момент, когда ты включил поворотник. И эта видеоинформация, конечно же, полезна, но я бы не сказал, что это мега удобно. Ты все-таки отвлекаешься от дороги, когда смотришь на эти самые камеры. Думаю, конечно, что обыкновенные датчики на зеркалах выглядят не настолько эффектно, но, скорее всего, они более эффективны и более безопасны, если мы предполагаем, что вы не должны отвлекаться от дороги. И вот здесь в оправдании Hyundai может предложить вам мега решение, которое называется гигантский heads-up дисплей. Вот сейчас передо мной едет Mazda 3, это наш камера Car. И вот этот проекционный экран занимает практически всю площадь Mazda 3. У меня просто гигантский монитор, который расположен условно в 3 метрах от автомобиля. Вот такие вот огромные цифры. Я вижу считывание знаков, я вижу информацию от навигационной системы, я вижу, какая скорость на данный момент автомобиля и какая скорость должна быть на круиз-контроле. Признаюсь, такого вот размера и такого вот качества heads-up дисплеи я встречал только, знаете, на флагманских BMW и Mercedes. Сиденья у нас тонкие, сиденья у нас из перфорированной кожи, кожа светлая, мне это нравится. Мне вообще нравится вот этот вот светлый салон Hyundai. Це, знаєте, такий собі колір незайманості, цвет невинности. Вот чувствуется в автомобиле какая-то чистота помыслов и чистота замысла. Ну и, конечно же, это добавляет ощущение жизненного пространства внутри автомобиля. Потолок у нас тоже светлый, но при этом он сделан из какой-то, знаете, такой ткани, которая как будто она вязаная или как будто это льняная ткань. Что-то такое похожее на грубое полотно. Это тоже очень приятно и очень интересно. И вот такую же вставочку вы сможете увидеть рядом с основным монитором щитка приборов. Здесь компания Hyundai предлагает вам наклеивать какие-то милые архаичные стикеры с напоминаниями или фотографии близких и любимых друзей. Ну, выглядит очень мило и забавно. Руль у нас, естественно, мультифункциональный. Он гибридный. У нас частично сенсорные кнопки, частично обычные тумблеры-переключатели. Есть подрулевые лепестки, но они отвечают за рекуперацию. То есть вы можете усиливать режим рекуперации, либо наоборот его отключать для того, чтобы у вас не было вот этой вот раскачивающейся тошноты, которая иногда бывает в электромобилях. Также мне очень нравится, что Hyundai полностью электрифицирован, и все, что можно, здесь электрическое. У нас здесь электропривод не только переднего водительского сидения, переднего пассажирского сидения, у нас также есть электропривод заднего сидения. Вы можете его придвинуть, отодвинуть. А вот эти вот сиденья раскладываются для того, чтобы вы могли удобно вздремнуть, потому что компания Hyundai понимает, что какое-то время на зарядных станциях, если они не очень быстрые, вы будете дремать достаточно долго. Потому что самое время поговорить о зарядке этого автомобиля. Я живу в обычном многоквартирном доме, и поэтому паркуюсь в обычной стоянке возле этого дома. И, разумеется, здесь на все 200-300 автомобилей нету ни одной зарядной станции. Поэтому правильно, я пользуюсь удлинителем, который приобрел, и обычным зарядным
который комплектуется вместе с автомобилем. Скорость зарядки 1,2 кВт в час. Таким образом, нетрудно подсчитать, что для того, чтобы зарядить батарею 72 кВт-часа, вам понадобится чуть меньше 70 часов. Вот такая вот смешная история. Так что мне без скоростной зарядки не обойтись. Но, разумеется, заряжаться от обычной розетки – это фол последней надежды, потому что Ioniq способен заряжаться быстро. Именно для этого он может поддерживать зарядку в 400 вольт или даже 800. Таким образом, его можно заряжать от зарядного устройства мощностью 220 кВт. И это означает, что на 100 км пробега вы зарядитесь за 5 минут, а до 80% за 18 минут. Але є одне але. В Украине пока есть лишь одна такая зарядная станция, и она принадлежит немецкому премиальному бренду, где заряжаются премиальные немецкие автомобили конкретной марки. Пользователи Ioniq пока же могут рассчитывать на зарядные станции в 50 кВт-часов. При этом 1 кВт энергии будет вам стоить 9 гривен. Умножая 72 на 9, мы получаем 648 гривен. Любой шкодовод легко подсчитает, что его ласточка преодолевает за эти деньги 380 километров, что сопоставимо с пробегом Ioniq. Если мы, конечно, не говорим о городской езде, где рекуперация может реально увеличить пробег электромобиля на 10-20%. Кстати, в Ioniq встроена зарядка на 11 кВт. Другое дело, сколько может выдать ваша домашняя сеть. Добавить в свое путешествие элемента неожиданности и интриги, то я вам рекомендую приобрести в Пирятине чебуреки или беляши. В связи с возрастом я уже не рискую, если вы помоложе, попробуйте. Гордость Hyundai — это, безусловно, солнечная батарея, которая установлена на крышу автомобиля. Это прекрасный повод для того, чтобы рассказать, какой у тебя крутой автомобиль, а также незначительная, но все-таки экономия пробега, потому что вот эта вот солнечная батарея, да-да-да, снова-таки помогает климат-контролю. Теперь давайте поговорим про управляемость автомобиля, про подвеску автомобиля и про шумоизоляцию. В этом автомобиле используются не только обычные материалы для того, чтобы улучшить шумоизоляцию. Здесь также используются электронные системы шумоподавления, и работают они крайне эффективны. Мне внутри автомобиля комфортно практически на любой скорости, при том, что Ioniq может ехать с максималкой 185 км в час. Мы также можем выбирать режимы езды. Это спорт, эко и нормал. В спорте все быстро и агрессивно. Машина, как вы понимаете, умеет и любит разгоняться. А относительно управляемости, конечно же, мы сделали и переставку, и змейку. У меня есть уже эти данные. На дороге машина выглядит крайне устойчивой, рулится, как мне кажется, очень неплохо. Это при том, что имеет достаточно простую подвеску. Простую, но многорычажную сзади и Макферсон спереди. Естественно, на колдобинах, на жестких неровностях вот этот вот достаточно тяжелый автомобиль может выглядеть не таким комфортным, как хотелось бы, но пока мы едем по трассе, по очень хорошей трассе на Полтаву, никаких вопросов и нареканий к комфорту подвески, к плавности хода автомобиля и к его управляемости у меня нет. Безусловно, после гонок с Форментором правильно также понять, а умеет ли Ioniq также рулиться, как спортивное авто.
Давайте посмотрим на змейку. Ее Ioniq преодолевает за 11.48, а лучшее время Форментора 10.68. Тут победа за ДВС. На переставке, как вы уже знаете, кореец заканчивает на отметке в 75 километров. Форментор на 80, что очень большая редкость. Тем не менее, очевидно, что даже двухтонные электрички способны на многое. Мы уже проехали 187 километров, запас хода 224. Похоже, что мы не долетаем до Харола, потому что точка невозврата у нас наступит где-то через 14,5 километров. Ну, посмотрим, насколько драматично закончится наше сегодняшнее путешествие, потому что я думаю, что скоро мне придется полностью выключить климат-контроль. Если вы помните, в начале путешествия нам бортовой компьютер говорил, что на этом заряде мы можем проехать 403 километра. То есть точка невозврата 201,5 километров. Через 900 метров мне нужно принимать решение. Я разворачиваюсь или все-таки доеду до города Харола. Единственное верное решение — это либо развернуться, либо рисковать. То есть отключить климат-контроль и бороться до конца. Я думаю, мы отключаем климат. Все, я отключил климат-контроль, пробег у нас увеличился с 213 до 219 километров, мелочи приятно. Я думаю, что до Харола мы доезжаем и даже, возможно, вернемся домой. Ну и, конечно же, я чуть подсброшусь, буду ехать уже не 87 километров, а, допустим, 70. Хотя навряд ли у меня это получится, потому что меня подпирают фуры, которые, ну, на фоне нашей езды выглядят как какие-то метеоры или даже кометы. По правде говоря, жизнь без климат-контроля, она тоже прекрасна. Просто для этого вам нужно хотя бы немножко подготовиться. Я, например, подготовился. Простое, понятное решение. $1.62 AliExpress, вентилятор и пауэрбанк. Все. Еще добавить скотча, и у меня свой климат-контроль. Так что, ребята, если вы планируете экономить, то вы можете приобрести себе Ioniq не только с уменьшенной батареей, но также Ioniq без климат-контроля. Я думаю, что это будет дешевле. И потом все, едешь и спокойно отдыхаешь. Не благодарите. Еще один эффективный вариант по борьбе с температурой за бортом и внутри автомобиля, когда у вас отключен климат-контроль, это, конечно же, звуки природы, которые предлагает вам Hyundai во многих своих моделях. Вот стало вам жарко, крутанули звук, и пошел дождь. Или засниженное село. Я даже окно закрою для того, чтобы вы лучше слышали засниженное село. Боже, як хрумтить сніг під ногами. Також у нас ще є одна опція. Живий ліс, наприклад. Або спокійні хвилі океану. Навколо море кукурузи, а в тебе спокійні хвилі. Клас. Мертвые чайки.
Я забыл рассказать еще об одном методе борьбы с климатическими изменениями внутри Ioniq 5. Здесь ведь еще же есть вентиляция сидений, не только подогрев. Поэтому, может быть, мы можем отключить климат-контроль и использовать только вентиляцию сидений. Хотя я абсолютно не уверен, что вот эта вот вентиляция сидений не потребляет столько же, сколько климат-контроль. Здесь нужно все проверять эмпирическим путем. Я сбросился уже до 70 км в час, и у меня такое впечатление, что нас уже скоро будут обгонять не только автомобили, но и слепые на костылях. Ну а что делать, такова жизнь любителя электромобилей. Формально мы в Хароле. Проехали 214 километров. На это нам понадобилось 3 часа со съемками и остановками. Но на самом деле мы немного останавливались. Поэтому 3 часа это крайне реалистично с той скоростью, с которой мы ехали. Практически в сам Харол мы въехать не можем, потому что иначе мы точно не вернемся к месту старта. Сейчас мы разворачиваемся и думаю, что самое интересное нас ждет впереди. До места старта 201 километр. Автомобиль говорит, что мы гарантированно можем проехать 200 километров. И уже сейчас мы проехали 220. Это означает, что в принципе пока обещанный пробег это 420 километров с выключенным климат-контролем. Посмотрим, что мы наэкономим дальше. Ну и удастся ли нам добраться до точки старта, потому что разночтение уже в 1 километр. И вроде бы на бумаге 1 километр это немного, но когда останавливается двухтонный автомобиль, который нужно толкать, то кажется, что 1 километр это уже как бы и дофига. Вот. Я думаю, все, что у нас остается в запасе, это освобождаться от балласта, как в воздушных шарах. Будем выбрасывать потихоньку вещи, технику, ну и в конце концов видеооператор. Буду снимать на телефон все. Всегда мечтал это делать, потому что рентабельность проекта возрастает многократно. И кормить никого не надо. Даже беляшами. Партнер нашего проекта – сеть АЗС Кло. И даже если вы путешествуете на электромобиле, то, во-первых, в сети есть электрозарядки, а во-вторых, вы всегда можете рассчитывать на роскошный итальянский кофе. Попробуйте, не пожалеете. Нам повезло, после обеда температура на улице чуть спала, и сейчас 27 градусов. С открытым окном, в общем-то, ехать можно. Я вспоминаю свою молодость, когда в моих автомобилях не было никаких кондиционеров, нормально передвигался. Сейчас тоже можно. Единственное, конечно, акустический дискомфорт. Вот этот вот ветер и шум уже начинают доставлять некоторые неудобства. Кстати говоря, после того, как выключили климат-контроль, наше потребление упало до 15,9 киловатт-часов на 100 километров пути, а до этого было целых 16. В общем, не так уж и много климат-контроль живет, похоже. А может быть и много. Может быть, это потребление будет еще падать. Посмотрим. Сегодня думаю, что нормальная рука загорит батоном, если особенно окорок вываливать на ту сторону дороги. После того, как автомобиль понял, что мы не можем вернуться к нашей стартовой точке, он тут же предложил нам найти поблизости зарядные станции для того, чтобы подзарядиться. Это очень мило з його сторони. Это очень хороша і полезна опція. Але ще важливо також, що у нас повністю українізоване меню. Тобто ви можете спілкуватися Ioniq своєю рідною мовою.
Если дела пойдут так, как предрекают европейские чиновники, то где-то лет через 10 вот так будут выглядеть станции АЗС, которые не переобуются на электрозарядки. А может быть и нет. Запас хода у нас остается 40 километров. Мы недалеко от города Борисполь. Нам совсем чуть-чуть до аэропорта, откуда мы условно стартовали. И при этом автомобиль уже неоднозначно намекает нам, да, вернее кричит о том, что пора нам поехать и зарядить аккумулятор. Хотя при этом у нас пробега остается на 40 километров. Для какого-нибудь утопленного, битого Nissan Leaf это еще одна маленькая жизнь. Нечего беспокоиться. День пробега. К тому же европейцы, ну правда это не корейцы, сами утверждают, что 30 километров это абсолютно нормальный пробег для жителя Европейского Союза. Так что переживать-то? 40 километров едем, вообще ни о чем не думаем. Очередная знаменательная дата. Только что мы проехали 403 километра, потратили на это 5 часов 37 минут. У нас осталось всего 5% заряда, и мы в принципе сейчас едем на километрах, которые мы сэкономили правильно, на климат-контроле. Запас хода 19 километров. Впереди город Борисполь. Самое главное там не превратиться в тыкву, потому что там и так без нас пробки и ремонт дорог. Въехали в город Борисполь, запас хода 14 километров. Большие у меня надежды на рекуперацию, и естественно я понимаю, что мы сбрасываемся до скорости в 50-60 км в час, что тоже должно положительно сказаться на пробеге. В общем, пока я, конечно же, доволен тем, как прогнозирует Ioniq пробег на одном заряде. Он нам не врет. Он обещал 403, он проехал. И потом он обещал 420, и мы уже проехали 412 километров. И думаю, что 420 и даже 424 километра мы тоже проедем. Но там посмотрим, может быть, будут какие-то бонусы. Хочешь купить новый автомобиль с максимальной скидкой, получить кэшбэк и много других плюшек? Карбимба – это твой маркетплейс. Мы проехали половину Борисполя, рекуперация приносит свои плоды. У нас запас хода 11 километров и в целом 3%. Но есть у нас и небольшая проблемка, она заключается в том, что наша стартовая площадка, где мы заряжались, нас сейчас не интересует, потому что у нас сохранится еще несколько километров пробега, а следующая зарядная станция находится дальше, и до нее, по прогнозу автомобиля, мы никоим образом не доезжаем. Где-то посередине всей этой истории мы остановимся, и дальше надо будет что-нибудь придумывать. Ну ладно, давайте будем решать проблемы по мере их поступления. Все, Борисполь мы проехали, и буквально через 2 километра у нас будет аэропорт Борисполь, с которого мы условно и стартовали. За это время мы проехали уже 418 километров, и это расстояние мы преодолели за 5 часов 55 минут. И пока автомобиль прогнозирует, что мы можем проехать еще 8 километров. Так что операция рекуперация закончилась успешно. Я очень доволен нашим испытанием. Понятное дело, что электромобиль на дальние расстояния по-прежнему это не очень интересная история, потому что ты должен ехать достаточно медленно, ты должен ехать взвешенно, и очень часто ты должен ехать без климат-контроля. Тем не менее, новый Ioniq 5 выглядит как очередной шаг в сторону нашего безоблачного электрического будущего. Конечно, я говорю это с некоторым сарказмом, но уже и с некоторой опаской. Похоже, электромобили могут победить, и мы, петролхеды, останемся в меньшинстве. Но это будет не скоро.
Я уже перехожу практически на прямой эфир. Мы не выключаем камеры. У нас остается 2% заряда, 6 километров пробега. Автомобиль перешел на греческий язык, оператор перешел на фотографии вместо видео. Тем не менее, мы движемся вперед. Самый драматический момент, который только может быть в жизни владельца электромобиля, у нас остался 1% заряда до зарядной станции 16 километров. Автомобиль мы туда даже не дотолкаем. Я сбрасываюсь до 65, наверное, километров в час, потому что на Бориспольской трассе ехать медленнее уже опасно. Надо ехать хотя бы 70, может быть, надо будет включить аварийку, потому что все едут быстро. Даже в правом ряду здесь 70 сильно не поедешь. Атмосфера внутри автомобиля тоже накаляется, потому что я закрыл окна для того, чтобы вы меня лучше слышали, а климат-контроль по-прежнему не включал. Это говорит о том, что мы работаем для вас и для вашей семьи самоотверженно, рискуя собственным здоровьем. Вот. Наш электромобиль самым сенсационным образом уже проехал 424 километра и не собирается сдаваться. Уважуха тебе, братан. Знаете, я вот только что подумал, что с Айоником мне было бы не страшно поехать даже в Пусан. Если вы понимаете, о чем я. Я включаю аварийку, для того, чтобы всем было понятно, что мы потерпаємо. Все показывали на нас пальцем. Вот эти черти купили машину, и вот до чего приводит электрификация страны. Вот они позорно едут в правом ряду со скоростью 65 км в час. Да, друзья, мы едем позорно, но не потому что Ioniq 5 плохой. Нет, потому что мы ставим, как мне кажется, настоящий рекорд. Первый всеукраинский, я бы сказал. 425 километров уже преодолел на одном заряде наш автомобиль. Это, конечно, не дотягивает до значения 480, но, честно говоря, в отличие от рекламных буклетов, Ioniq вживую нам такой пробеги не обещал. Только что поймал себя на мысли, что с нетерпением жду запаха от станции аэрации Бортничанской, которая возле города Киева, потому что это будет означать запах победы. Итак, у нас аккумулятор 0%. Что предложит автомобиль? Что нам делать? Как нам дальше жить? Все. Лимит. Нарисована какая-то черепашка. Я думаю, что дальше нам рисковать нету никакого смысла. Мы уже всем все доказали. Мы проехали 426 километров. 0 заряда. Будем искать место, где бы нам запарковаться. Я так думаю. Или едем дальше? Вот я задаю вопрос корейским богам. Что делать? Ехать или сдаваться? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Только что мне подсказали, что, например, на тесте Jaguar I-Pace, когда люди ехали до победного конца, у них было 3 стадии смерти. У нас пока первая стадия, она называется аккумулятор 0, но Ioniq продолжает движение вперед. Міська смуга. В принципе, уже мы можем сказать, что мы сдохли в городской черте. Мы погибли в городе Киеве. Не знаю, наверное, придется сейчас петь гимны Айонику. Ioniq, мой компас земной. Автомобиль говорит, что мощность у нас лимитирована. Нарисована какая-то черепашка. А что это за пробка вот там вот впереди виднеется? Перед городом Киевом. Как бы мы не встряли в очередное приключение. Нас тут, конечно, только не хватало, называется картина. Но что же уже делать? Ага. Здесь у нас небольшая авария. Ее все объезжают. А на Ioniq, у которого у вас разрядилась батарея, вы в аварию попасть не можете, потому что вы едете даже ниже лимитированной скорости. Вот вам еще одна выгода от реального электромобиля.
Еще мне очень нравится в других участниках движения, что, допустим, мы едем с аварийкой, у нас машина условно поломатая, и мы едем практически по обочине. Все остальные считают, что они тоже поломатые, ну, поломанные, понятное дело, и едут вот примерно в таком же режиме. Ага, тут еще одно ДЦП. Так, что вы тут сигналите друг друга? Понятно, тут целые бутерброды нанизаны один на другой. Солнечная радиация приносит свои плоды. За всей этой говорильней я забыл вам сказать, что мы уже проехали 430 километров. Машина не сдохла. И сейчас, посмотрите вот туда, товарищ оператор. Вот он город Киев. Вот эта надпись Киев, который встречает победителей, который встречает Ioniq 5, который уже проехал больше 430 километров и не сдается. Я не знаю, как вы сейчас смотрите этот сюжет, но у меня такое впечатление, что я сейчас сижу за финальным покерным столом, где разыгрывается как минимум 100 тысяч долларов. Ладошки влажные не потому, что жарко, а потому что нас ждет бориспольская развязка, и если мы там остановимся, то это будет настоящий апокалипсис. Итак, мы въехали в Киев и уже проехали 435 километров. Ioniq не сдается. Короче, только что я принял волевое решение. Мы едем на парковку. До нее осталось все и ничего, хотя в принципе мы до нее никак не могли вообще доехать ни по каким подсчетам, потому что Ioniq уже проехал 437 километров. Мы не будем гробить батарею, мы не будем гробить автомобиль, мы не будем устраивать пробки на дороге или какие-нибудь опасные ситуации. Мы тихо, мирно, сенсационно пытаемся дочмыхать до парковки, где поставим автомобиль на очень медленную, но очень заслуженную зарядку. Это невероятно, но на электрических парах мы подбираемся уже к значению 440 километров. Последний светофор перед моей стоянкой возле дома, откуда я сегодня с утра стартовал. Я буквально дую на педаль газа. Скорость 20 км в час. Автомобиль проехал уже 439-600 метров. И мы торжественно, по-настоящему, по-взрослому въезжаем на парковку. И Ioniq превосходит сам себя. Браво, малыш. Я тобой горжусь. Ну, собой тоже немножко. Это победа. Мы сделали это. Но это еще не конец. Окей, а что будет, если мы будем ездить на электромобиле точно так же, как и на автомобиле с двигателем внутреннего сгорания, то есть не очень обращая внимание на экономию топлива, потому что ты всегда можешь в любой момент подзаправить свой автомобиль. Я не призываю вас сейчас нарушать правила дорожного движения. Мы тоже не будем это делать. Мы выедем на Бориспольскую трассу, где скоростной лимит 130 км в час. Обычно для электромобиля такая скорость, она не то чтобы смертельна, она самым непосредственным образом влияет на расход топлива. Сейчас мы зарядили батарею на 304 км хода. При этом я включил климат-контроль на максимальную мощность, я включил вентиляцию сидений, и мы выезжаем на трассу для того, чтобы ехать быстро, ехать бескомпромиссно. Если я правильно помню, от Киева до Борисполя 16 километров, естественно, от Борисполя до Киева тоже 16 километров, итого где-то 32. Окей, давайте проедем вот эти 30-32 километра и посмотрим, насколько упадет наш запас хода, которого, еще раз напоминаю, сейчас ровно на 304.
километра, при том, что я включил кондиционер, включил вентиляцию сидений, индукционную зарядку. И вообще-то, я сейчас включу спорт-режим. Потому что в этом автомобиле он есть, несмотря на то, что... Несмотря на то, что Ioniq это не спортивный автомобиль, но он умеет ездить быстро. Кстати, как только я включил режим спорт, автомобиль мгновенно отреагировал на вот эту вот манипуляцию и сказал: братишка, тогда не 304 километра, тогда 287. И это еще мы никуда не поехали. That you showed up was written in my palm. You are a statement, explode like a bomb. I get to push myself to victory. You make me winner. You cut me loose and set me free. You make me win in every way. You showed me how to spread my wings. Yes, I'm the winner of the day. Кстати, максимальная скорость нашего электромобиля 185 км в час. Конечно, это не так много, как предлагает автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, но помните о том, что в Украине нету таких трасс, на которых можно ездить с такой скоростью без штрафов. 'Cause I'm the winner, yes. Когда заряжали автомобиль, также обратите внимание, что у нас не только крутые диски, у нас крутые шины. Это спортивный Michelin, который разработан специально для электромобилей. Там так и написано Michelin EV. And when I move, there ain't no stopping me. Мы проехали уже 18 километров 500 метров, при этом наше потребление энергии выросло до 36 киловатт. Напомню, что вчера оно не превышало значение 16,1. И естественно, это также означает, что если мы используем 36 киловатт в час, то за 2 часа мы всю эту историю убьем. You cut me loose and set me free. You cut me loose. You make me win in every way. Win in every way. You show me how to spread my wings. Yes, I'm the winner of the day. Итак, мы проехали 32 километра. Наш спортпрогноз был 287. Отнимаем 32 километра и получаем 255. У нас на табло 254 плюс-минус 1 километр. Получается, что Ioniq 5 не врет, даже когда ты едешь в спорт-режиме, и дает достаточно уверенный и практически абсолютно точный прогноз. Хорошая, честная и правильная история для корейского электромобиля. Но помните, 304 километра вы могли проехать с включенным климат-контролем и со всеми удобствами. Потом все падало до 287. И, естественно, небольшой бонус от Ioniq 5 заключается в том, что автомобиль, даже когда показывает 0, все равно продолжает ехать. Мы не понимаем, как долго, но как минимум 20 километров запаса у вас точно есть. А сейчас, наверное, имеет смысл немножко пофилософствовать по поводу того, а стоит ли Ioniq 5 своих денег, то есть 60 тысяч долларов. И вообще, Hyundai и 60 тысяч долларов это сопоставимая история или она не налазит на голову? Я думаю, что 60 тысяч это серьезный барьер для многих покупателей при покупке автомобилей марки Hyundai, потому что до сих пор это была демократичная марка, до сих пор это была марка с хорошим соотношением цена-качество. Я думаю, как электромобиль, Ioniq тоже имеет хорошее соотношение цена-качество. Другое дело, что если бы на нем был шильдик Audi, то все бы кричали: дешево, дайте 2, а за Hyundai всегда хотят предложить не 60, а 45. И здесь, конечно, бренду есть на чем работать, но не с точки зрения дизайна и не с точки зрения техники, а с точки зрения имиджа марки. Вы смотрели программу «Две лошадиные силы». С вами был Рауль, и мы вместе путешествовали на новом электромобиле, который называется Ioniq 5. И не говорите, что это было скучно, неинтересно и неинформативно, потому что это брехня. До встречи, друзья!